Всем привет, ребят, с вами Алексей24, и мы продолжаем проходить игру про Ларри Лаффера Wet Dreams Dry Times. Ну что, усаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Итак, гуляя полностью по локациям, я забрел до джунглей, и здесь, получается, доска, которая была ранее нами приобретена, возможно, нам пригодится. Итак, опускаем доску. Не хочу хвастаться, но я собственными руками построил мост. Да, Ларри, ты реально построил мост. А теперь можно идти дальше. Хотя, стой. Мы камень не смотрели. Не думаю, что могу откатить его с этого пути. И грязь. Думаю, достаточно одна свинья извалялась в грязи. Ладно, я предлагаю идти на пляж, посмотреть, что здесь появилось. Кстати, я вижу веревку. Засунь-ка ее себе в штаны. Ну, ребят, в принципе, я ничего больше не нашел интересного. Предлагаю отправляться к нашим амазонкам. И все-таки этого... Ой, я не к амазонкам пришел, я ошибся островом, бывает. Я предлагаю этого маленького извращенца, короче, вызволить из тюрьмы. Все-таки он мне нужен, он мне пригодится. Итак, заходим в тюрьму. Блин, я походу не там, что ли, зашел. Ладно, я выбираюсь. Попробую через парадную дверь. Все, отлично. Я здесь. Попробуй освободить этого свингла. Нужно открыть дверь клетки. Миссинг. Стоп. А если я вот так переключу? Так, отлично. А теперь дверь. Ой, сигнализация сработала. Все, я его забрал. Он мне пригодится. Эй, что здесь происходит? Куда подевался малыш? Он у тебя в штанах? Ой, должно быть, он как-то завалился туда. Верни его в камеру сейчас же. Назад в камеру. Ну вот, черт, она заметила, что свингла нет в камере. И нас опять посадили за решетку. Пай, ты где? Да. Свингл тебе никого не напоминает? Нет, а должен? Не знаю. Давай лучше не будем о нем говорить. Отличная идея. Я, кажется, знаю, на кого похож этот извращенец, ребята. Да все, пока-пока. Короче, я, кажется, знаю, что надо делать, поэтому смотрим внимательно. Отправляемся на первый остров. И нам надо, получается, к подножью вулкана. Там я видел, растут кое-какие ягоды. Они нам реально сейчас будут нужны. Поднимаемся. И мы, наконец, в этой локации. Здесь ягоды, которые боялся сорвать. Отлично. Теперь я из ягод хочу приготовить нечто типа коктейля, либо сока. Зачем, сейчас узнаем. Итак, перехожу на кухню. Дамы и господа, вдохните поглубже. Благодарю, вы замечательная публика. Жаль только, что вас здесь нет, разве что этот парень сзади. Как тебя зовут? Ларри Лаффер. Крутишь аферы, да? Одна разрывная штука за другой, шутка за другой. Сегодня премьера моего шоу с эксклюзивным материалом, который мы еще слышали не на одной сцене мира. Ух ты! Орк, тролль и мандагорец заходят в бар.
Мандалорец говорит, я бросаю 7. Орк падает замертво. Мандалорец, эй, я не выстрелил. Чего, блядь? А ладно, это было так себе. И это точно. Я согласен. Типа все, ты закончил, чувак? Так, ягодки. Надо положить вот сюда. Она говорит, что у тебя такая мощная характеристика персонажа в штанах, или ты просто рад меня видеть? Ладно. Давай возьмем стаканчик. Я это возьму. Так, есть. Теперь надо попробовать их еще раз сюда. Что за миссинг, я не пойму. На днях я заказал услуги эскорта, и мне почему-то не хотели дрочить, зато все время пытались меня исцелять. Еще сказали, что так и надо, когда тебя звали в эскорт-группы. А я ответил, я про группу, а про просек. Так, ладно, я попробую взаимодействовать с стаканчиком. Мы поставили стаканчик, а теперь нам надо... Ой, я не то делаю. Засыпать ягоды в соковыжималку. Самый свежевыжатый, самый лучший. Но прям вообще, прям супер свежий-то, я согласен. Все, можно забирать. Отлично. Все, мне не интересно тебя слушать. Хотя, стоп, я кое-что забыл. Здесь, по идее, взаимодействие еще с хлебной корзинкой. Вот. Это я возьму. А теперь комбинируем хлеб и... Я не помню. По-моему, с водкой. Отлично. Теперь уходим. Так, теперь выходим в джунгли. Там, где мы были в самом начале всего этого пути. Ведь, ёлки, я не туда попал. Мы доску-то в джунглях не просто так положили. Итак, переходим. И сейчас вы узнаете, на кого похож этот свингл. Итак, булочка, пропитанная спиртом. Кладем на камень. Это будет интересно. Так, да, интересно. Пошли отсюда. Идем в отель. Я предлагаю обратно идти в джунгли. Опачки, мы свинью поймали. Ага. Ах ты свинья, больше ты булочки воровать не будешь. Фу, так несет алкоголем, что я даже отсюда чую. Эту свинью надо, кстати, забрать. Я думаю, достаточно, что одна свинья валялась в грязи. Беру от тебя свою опеку и нарекаю тебя свинтусом. Ха-ха, я тебя свинтусом нарекаю. Зашибись. Ну что, ребят, теперь надо путешествие дальше. Уходим на этот остров. И заходим за водопад. Здесь, по идее, надо найти кое-какой предмет. Кстати, вот он лежит. Несмываемый маркер. Отлично, я его взял. Это пригодится, я согласен, Ларри. Я ничего не вижу больше из предметов, поэтому я предлагаю возвращаться к амазонкам обратно в тюрьму. Уходим сразу же туда. Так, отлично. Ну что, ребята, готовы сделать подмену? Итак, надо соединить кое-какие предметы. В общем, черный фетишистский костюм со свиньей. Уверен, что Свинтус влез бы в него, но не уверен, зачем мне это. Нет, нифига. Несмываемый маркер. Пробуем накрасить черный костюм. Их нельзя объединить. Ты чё за фигня? Красная краска красит вот этот костюм.
В первую очередь. Теперь выглядит точно как костюм Свингла. Да, я согласен. А теперь свинью в костюм. Иди сюда, дружочек. Есть. В этом наряде его не отличишь от Свингла. От Свингла, это точно. И маркер, не шевелись, больно не будет. Вот теперь мордочкой похож на Свингла. Так, открываем клетку. Ой, сигнализация сработала. Быстро, быстро, быстро подменяем. Вот. Отлично. Ну чё, нам надо валить? Эй, что здесь происходит? А теперь сиди в камере, как второй пленник. Что, дурачок, теперь ничего смешного в голову не приходит, да? Наконец-то мы тебя сломали. Получилось. Она подумала, что свинья это Свингл. Вот и право изобразили меня очень убедительно, сэр. Тихо ты там. Не волнуйтесь, здесь мне мило и уютно. Ничего не трогай. Да, ничего не трогай. Ну, после того, как мы освободили Свингла, я думаю, у нас все есть предметы для моделирования, короче, вот этой штуки. Итак, первое, что нам надо, это фото морозильника. Второе, это светящийся гриб. Третье у нас будет петля, которую мы нашли на берегу. Так, а где петля? Вот она. И четвертое, конечно же, этот наш Свингл. Нажимаем Go. По-моему, готово. И как это работает? Расслабьтесь. Жестоко. Ну, я прозрачный. Сработало, сэр. Теперь вас ждут сверхъестественные впечатления. Не думал, что это и правда сработает. А думал, следует поспешить и к настоятельнице. Приветствую, сестра. Ого, ты попал в катастрофу? Нет, заморозил себя. Что по собственной воле? Так. Иногда чем-то приходится жертвовать. Тогда тебе будет приятно узнать, что призраку жертвовать нечем. Тогда вперед. Слушай, а как призраки снимают одежду? Не снимают, она проницаемая. Для презервативов это очень хорошо. Не волнуйся, я не могу забеременеть. А что насчет заразных болезней? А ты чем-то болен? Нет, нет. Хочешь сказать, у меня есть какая-то зараза? Не знаю, я первый раз как призрак. Приветствую, господин. Не начинайте без меня. Свингл, что ты здесь делаешь? Господин Ларри, я нужен вам. Как еще устроить секс втроем? Никто ничего не говорил про секс втроем. О, богиня моя, должно быть, и я ослышался. Ну, раз я уж здесь... Что это за сумасшедший? Могу я прилечь между вами? Свингл, кто меня теперь разморозит? Если этого не сделать, я умру по-настоящему. Может, разберемся после секса? А ну не лезь. Ладно, я просто посмотрю. Лучше бы тебе уйти. Может, уже начинать? Надеюсь, ты не слишком много наобещал. Секс призраков. Это что-то с чем-то. Сволочь все-таки подглядывает, зараза. 23 минуты спустя. Она больше его не хватает. И это все? Ну, не знаю. Чего ты еще ждала? А вот второй был уже даже лучше. Эй, что ж, видимо, не так уж много я упустил в этом мире. И не пришлось бы торчать здесь так долго. Меня здесь больше ничто не держит. Плохой секс можно организовать из загробной жизни. Прощай, Ларри. То есть он ее не удовлетворил? Так получается, что ли?
Ожидания всякие у некоторых, а можно просто с радостью заниматься сексом. Эх. Ну, она хотя бы больше не будет никому здесь. А ты вообще что тут делаешь? Ты должен следить за моим телом. А ему интересно было посмотреть. Маленький извращенец. Господин, не мог же я пропустить оргию? Только настоятельница и я, а не оргия. Правильно, потому что меня не было. Черт побери, Свингл, кто вытащит меня из морозильника, если ты сам там полумертвый? Так, походу амазонки его вытащили из холодильника, как я понимаю. Кто-то меня вытащил, кто-то вытащил мое тело, к счастью, очень вовремя. Это не я. Меня тоже кто-то спас. Может, на помощь пришла одна из тех милых людоедок? Пай, ты как? Блин, надо было вытащить тебя из кармана. Наконец-то дошло. Спасибо, я в порядке. Это хорошо. Я как думаю, ребята, с призраком настоятельницы покончено. То есть фоткать уже нельзя. Покончено с призраком. Надо сообщить об этом нашей Лэми. Возможно, нас тут зауважают после этого. Что опять? Стражи, уведите его! Нет, пожалуйста, послушайте, это насчет настоятельницы. И что с ней? Я ее прогнал, она вас больше не побеспокоит. Что, это правда? Я видел на кладбище призрачную вспышку. Да, это правда, сестра Фригида не отчитывала меня, я не хочу об этом говорить. Не стоит благодарности, дамы. А теперь уведите его. Но, моя королева, если он действует, справился с настоятельницей, может, стоит его выслушать? Мужчине нечему здесь сказать. Нечего нам сказать. Я не буду сажать за решетку, только благодаря настоятельнице больше не будет отвлекать меня и больше нас не побеспокоит. Именно. Ладно, тогда говорим. Ты должна меня вспомнить. О чем ты? Фейт, ты просто притворяешься. Я вижу, что ты меня узнала. Разве не все женщины смотрят на тебя со злобой на глазах? Как ты думаешь, что она меня узнала? Молчать, червяк. Уходи, пока я не придумал и снова не бросил тебя в темницу. Короче, после вот этого долгого движа мы понимаем, что Фейт, она ну никак не хочет нас узнавать. Поэтому я решил отправиться на поиски той самой пещеры. Вообще, согласно записям Свингла, пещера находится где-то в руинах острова Ибити. Нам нужно там осмотреться. Итак, остров Ибити. Я не помню, здесь что ли он находится или где? По-моему, это остров Ибити. Я забыл. Серьезно. Ладно, уходим за водопад. Предлагаю с этими неудачниками еще раз поговорить. Как там поживает ваша ролевая игра? Переживаем самые дикие приключения в мире фантазии. Каждый вживается в роль, а гейммастер рассказывает, что там происходит. И это все? Это сложнее, чем кажется. Гейммастер должен точно представлять, что он делает. Иначе быстро станет скучно. Я могу быть гейммастером? Кто ты? Ты не похож на гейммастера. Ты не представляешь, насколько богато у меня воображение. Лишь бы хватало на нас двоих. Конечно, хватит. Но еще мы хотим играть в идеальном для нас месте. Что-то уже придумали? Мы хотим героически преодолевать смертельные ловушки. Чем опаснее, тем лучше. Знаешь где-нибудь такое место? Сначала надо найти идеальное место для этой игры. Ну тогда даже знать, как найдешь. Так, понятно. Теперь надо узнать, как вот эти ролевые игры устраивать. Я пока еще понять не имею. Так, что у нас там в кустах? Надо посмотреть.
Не такие кусты, как я люблю, понятно. А, кстати, а я же здесь ничего толком не исследовал. Каменная плита. Забрали. А что еще здесь есть? Нижняя плита с символами. А, их еще переставлять надо, я понял. Это что такое? Ничего не произошло, это рычаг. Ладно, я предлагаю, короче, перемещаться на первый остров. И я вспомнил, что в отеле я видел чувака, который пробовал травить шутки. Это новый персонаж, ну как новый, новый в локации персонаж. И он, конечно, за роялем сидел, как бы я не спорю, но здесь-то он как новый. Надо с ним поговорить, вдруг какие-то будут новые диалоги. Эй, я здесь работать пытаюсь вообще-то. Чего тебе? Твои шутки... Да. Убойно. Спасибо, знаешь, человек с изысканным вкусом. Почему-то раньше меня таких никто не называл. Значит, ты единственный, кто это понимает. И это меня почему-то начинает беспокоить. А стариков комики берут? Честно говоря, я уже давно задаюсь этим вопросом. Жить как рок-звезда в центре внимания — это довольно утомительно. Могу себе представить. Но никто не должен нести радость в унылую повседневную суету. Даже если унылая суета на тропическом общем острове. Твои шутки странноватые. Я все продумал сам. Правда? Ну да, в смысле, иногда команда мне что-то советует. У тебя есть команда? Хватит меня допрашивать. Да, я беру, что могу. Вообще, я копирую все из книги шуток. И у меня ее даже нет теперь, потерялась. Но на этом безумном фестивале она еще была со мной. Может, там кто-то что-то подметил, поэтому у меня вместо нее есть книга о ролевых играх. Но они странноватые. В смысле, если они ролевые игры, то надо одеваться в сексуальную медсестру и все в этом роде. Но не в мага, и в целителя, и не в гнома. Что ж, видимо, нужно извлечь максимум из имеющегося. Ты можешь мне дать книгу о ролевых играх? Единственное, что я ее обменяю, хорошая книга шуток. Желательно знакомая мне. Если ты достанешь мне такую, можешь забирать эту чушь про мастера и Маргариту, грубо говоря. Короче, ребята, теперь возвращаемся обратно на второй остров. Мы узнали, что книга... Книга ролевая есть. Интересно, что эти два придурка мне скажут. Ну, именно на этом моменте, ребята, серия у нас подошла к концу. Мы увидимся в следующей серии. Не переключайтесь и всем пока.